километров. Скорость 8 километров в секунду. На этих кадрах видно, что у мира уже деформированы солнечные батареи. Больше видеосигнала с орбиты не было. Специалисты ЦУПа должны были точно прицелиться в заданный район, так как после входа станции в атмосферу управлять миром с Земли невозможно. Он будет падать самостоятельно под действием силы тяжести и инерции своего движения. И вот точка невозвращения пройдена. Мир на высоте 100 километров входит в атмосферу. Все, кто находился в зале Центра управления полетом, встали. Все, что можно, сделано. Теперь ждать и смотреть, как белая точка станции снижается на карте. Высота 80 километров, отрывает все солнечные батареи. 60 километров, станция разваливается на части. Обломки, пылая в атмосфере, несутся к месту в Тихом океане под названием «Ревущие сороковые» – кладбище мира. 8 часов 59 минут 24 секунды. 12 тонн несгораемых компонентов упали в океан. Это была беспрецедентная по своей продолжительности программа в истории пилотируемой космонавтики. Со своим по-настоящему первым форпостом в космосе прощалась вся Земля. Ломая привычные графики, в эфир выходили экстренные выпуски новостей всех ведущих телекомпаний мира. Последний полет русской жемчужины, триумф российской инженерной мысли. Это заголовки газет. Поскольку существовала вероятность чрезвычайных ситуаций при падении комплекса, за последними минутами полета с особым напряжением следили в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но, в отличие от властей, большинство местных жителей отнеслись к затоплению не как к потенциальной угрозе, а как к уникальному шоу. Так падение выглядело с островов Фиджи. Несколько красивых огненных комет, стремительно промчавшихся над головами. Некий житель Тайваня, решив, что это конец света, не выдержал напряжения и покончил жизнь самоубийством. Но это единственная жертва. Мир не повредил Земле. Такого интереса к космосу ни в России, ни в мире не видели очень давно. В те времена, когда станция «Мир» только была запущена на орбиту, сообщения о работе на ней были либо очень официальны, либо грешили некоторой недосказанностью. Когда со временем стало можно говорить не столь официально, интерес у многих землян к станции пропал. Летают себе и летают. Новых запустили, а прежние благополучно приземлились. И лишь последние недели мы вновь пытаемся вспомнить, что же такое был мир. Уникальной стала уже первая экспедиция на станцию в 86-м. Тогда Владимир Соловьев и Леонид Кизин впервые в истории космонавтики и человечества перелетели с одного орбитального объекта, станции «Салют-7», на другой, комплекс «Мир». Всего на борту побывали 135 космонавтов из 11 стран мира. На станции установлены почти все нынешние рекорды космонавтики. Самое длительное беспрерывное пребывание на орбите – Валерий Поляков – 437 суток. Самое большое число выходов в открытый космос – Анатолий Соловьев – 16 раз и 77 часов. Мир доказал, что человек привязан к Земле не навечно, и наш организм вполне способен выдержать путь, например, до Марса. А более 17 тысяч научных экспериментов в космосе позволили земной науке сделать мощнейший рывок вперед. Примеры жизни. Продукты с бифидобактериями, которые сейчас продаются везде, были опробованы именно космонавтами станции. У мира было время триумфа и полосы неудач. 97-й год. Пожар на борту, столкновение с грузовым кораблем «Прогресс», разгерметизация модуля «Спектр» и поломка бортового компьютера. Экипажи космонавтов стали с грустной усмешкой называть бригадами ремонтников. Но и здесь станция принесла уникальный опыт восстановления сложнейшего оборудования и систем жизнеобеспечения прямо на орбите. Своего рода курс выживания для будущих космонавтов. А точное затопление станции, кроме повода для восхищения, еще и бесценная информация для МКС «Альфа», когда она выработает свой ресурс. Сейчас белая точка международной станции на экране соседнего зала ЦУП идет на очередной виток. Николай Кудряшов, Анатолий Лазарев, Антон Верницкий, ОРТ.